Всем доброго времени суток! Сегодняшнее видео посвящено вязанию комбинезона крючком. Меня очень многие просили связать для нашего тигрика мастер-класс, на которого вышел уже 10 числа, 10 сентября, и на сегодняшний день выпустилось все 5 частей. Эту часть я снимаю уже 6-ю, так как многие из вас попросили меня снять именно вязание комбинезона крючком. Спицами не все умеют вязать, поэтому я сняла для вас видео обычного простого комбинезона, связанного крючком. Вот так он выглядит. Штанишки связаны столбиками с накидом. Верхняя часть, 2 ряда, я вязала столбиками без накида, и также нагрудник вывязан столбиками без накида. Лямочки это обычные воздушные петли, и потом провязан ряд столбиками без накида. Итак, давайте приступим и свяжем вместе с вами вот такой простой обычный комбинезон для нашего тигрика. Я подготовила пряжу, у меня вот такой остаточек от Yarn Art Denim Wash. Я буду использовать его. Здесь у нас 80% хлопка и 20% акрила. В 50 грамм 130 метров. Итак, давайте начнем. Первое, что мы делаем, это набираем цепочку из воздушных петель. Крючком я буду вязать номер 3 и набираем на крючок 45 воздушных петель. Теперь нам нужно померить цепочку, потому что все мы вяжем из разной толщины пряжи, и я рекомендую сразу примерить вот так на тигрике и натягивая, обязательно натягивая, то есть у вас не должно быть нахлёст цепочка, и также не должно не хватать, да, петель. То есть можно немножечко натянуть, потому что пряжа во время вязания будет растягиваться, особенно столбики с накидом, которые мы будем вязать. Поэтому мы делаем тык впритык. Вот так. Я немножечко натянула, и вот у меня получается тык впритык. Далее начинаем вязать со второй петли столбики без накида. Со второй петли нам нужно провязать полностью ряд 44 петли. Делаем воздушную петлю, переворачиваем вязание и со второй петли начинаем вязать. Вот от крючка первая у нас петля и вот вторая петля. Делаем столбик без накида 1. Далее вяжем 2 воздушные петли, это мы делаем отверстие для пуговки. Пропускаем 2 петли и с третьей вяжем до конца ряда столбики без накида. Связали мы ряд. Далее мы будем вязать столбиками с накидом, но нам нужно сделать подъемный ряд из 2 петель воздушных. Переворачиваем вязание и со второй петли вяжем до конца ряда столбики с накидом. Мы подошли к 2 воздушным петлям. Теперь мы делаем просто вот в это отверстие 2 столбика с накидом. Вот первая петля. И вот второй столбик с накидом. Прям вот в это отверстие. И последний столбик мы делаем вот в эти вот воздушные петли, которые мы делали в предыдущем ряду. То есть вот она, эта петля. Мы ее не теряем и провязываем столбик последний с накидом. Вот так это теперь выглядит. Далее делаем 2 воздушные петли
И теперь давайте посмотрим, сколько нам нужно еще рядов провязать до того момента, когда нам нужно соединить вязание в круг. Вот сейчас я подошла к основанию хвостика, и мне нужно провязать еще 2 ряда. Вот первый ряд будет и приблизительно второй ряд. То есть мы провязываем еще 2 ряда до соединения в круг вязания столбиками с накидом. Если у вас пряжа тоньше, то расчет петель у вас будет другой. Вы должны это понимать. Я сейчас не даю расчеты именно по крючку. Если когда мы вязали спицами, то я там с вами показывала, как рассчитать на любую толщину пряжи. Тут же я не стала этого делать, поскольку с крючком намного все проще. Здесь главное, чтобы был объект, на кого мы вяжем, да, и мерить это все дело. Поэтому я думаю, вы сами сообразите, как подогнать размер, да. Главное, я даю основу. Вот, то есть, если у вас, допустим, такой же метраж пряжи, как у меня, то вы можете, в принципе, связать по таким же меркам, да, то есть столько же столбиков набирать и вязать. Если у вас толще, то вы обязательно мерите по тигру, прикладывайте и смотрите, сколько вам рядов осталось. Итак, довязываем до конца и провязываем еще один ряд. Вот посмотрите, я связала 2 ряда и примерила на тигра. И посмотрите, вот у меня немножечко не хватает, да, чтобы замкнуть в круг. То есть нужно сделать еще один ряд столбиками с накидом провязать, для того, чтобы вот здесь вот для хвоста отверстие не было натянуто, да. То есть если я сейчас сделаю соединение, то хвост будет прям натянутый. Поэтому я делаю еще один ряд из столбиков с накидом. Вы сделайте, пожалуйста, также, померьте. Если у вас получается пряжа толще, то у вас как раз получится замкнуть в круг. Если тоньше у вас пряжа, то вы сделаете еще больше рядов. Вот, я с вами это все проделываю для того, чтобы было понятие, да, как мерить, как вязать, как рассчитывать. Потому что, опять же, повторюсь, мы пряжи разные вяжем, вот, и конкретные расчеты по петельные давать я не хочу. Мы все делаем и меряем на объекте, да, на нашем тигре. Итак, провязываем еще один ряд. И далее уже будем соединять в круг. Все, опять измеряем, меряем. И смотрите, вот видите, уже теперь свободно замыкается в круг наше изделие. И теперь мы соединяем в круг. Ищем второй конец. И будем соединять со второй воздушной петлей предыдущего ряда, вот который мы закончили, да, получается, вот первая петля, вот она вторая петля, и вот с этой второй петлей мы будем соединяться. Соединяемся обычным столбиком соединительным, вот так. Все, соединение мы выполнили. Теперь нам нужно сделать 2 воздушные петли, либо я предлагаю сделать ложный столбик с накидом. Так как 2 воздушные петли, они очень видны в изделии, а нам хочется сделать все аккуратно, то смотрите, я предлагаю, как сделать. Мы вытягиваем нашу петлю рабочую на высоту столбика с накидом. Да? То есть вот у меня вот такой вот такая высота столбика. Далее придерживаю эту петлю, как будто делаю накид, да, вот, на крючок, придерживая ту петлю, беру рабочую нить и провязываю вот этот накид, вытягиваю петлю,
у меня остается 2 петли на крючке, и далее я провязываю, опять же, беру рабочую нить и провязываю уже эти 2 петли вместе. И вот такой у меня получается ложный столбик с накидом, который в изделии совершенно не заметен. И дальше мы по кругу вяжем столбики с накидом. Так, довязываем ряд. И соединяемся. Теперь смотрите, если у нас сложный столбик, то петелька, она вот она, прямо рядом со следующей петлей. Получается, вот она, одна половинка петли. И вот здесь вот вторая половинка петли. Вот она. Мы это дело все подцепляем и делаем соединительный столбик. Все, соединили. Теперь нам нужно разделить наше изделие пополам. Итак, по окружности у меня получилось 44 петли, потому что изначально я набирала цепочку из 45 воздушных петель, и потом со второй я вязала 44 столбика без накида. Соответственно, теперь у меня в работе так и осталось 44 петли, и мы эти петли делим пополам. По 22 петли у меня получится на штанину. Вы расчеты делаете по-своему, сколько у вас получилось, и делите это пополам. И далее мы провязываем столбиками с накидом до маркера, и потом будем соединять в круг уже нашу штанину. Покажу еще раз, как делать ложную петлю. Вытягиваем нашу ниточку на высоту нашего столбика с накидом. Далее придерживаем петлю основную и делаем накид на крючок. Также придерживая, берем основную ниточку рабочую и провязываем этот накид. На крючке у нас остается 2 петли, которые мы потом основной нитью также провязываем. Все, у нас готов столбик с накидом ложный. И далее провязываем 22 петли уже до маркера. И смотрите, у нас вот эта вот ложная петля, она получается уже 23. То есть в окружности у нас должно получиться 23 петли. И вот я подошла к 22 петле, убираю маркер и провязываю эту 22 петлю. Так, берем начало нашего вязания и переворачиваем к себе лицевой стороной, да? Вернее, уже получается спинкой к себе. И соединяем обычным соединительным столбиком. Опять же, я показывала, да, вот первая дужка петли ложного столбика и вот вторая. Ее главное найти и аккуратненько вставить крючок. Вот. И провязываем соединительный столбик. Будет немножечко неудобно. Все, мы соединили. Вот наша штанинина образовалась. И далее мы будем вязать по кругу. Но я предлагаю вот на этом моменте сейчас померить штанину. Главное, чтобы вот эта вот часть нижняя пролезала, да, через нашу лапку. Так, и меряем. У меня все идеально проходит. Переворачиваем. Петелька у нас сейчас уже с правой стороны, потому что у нас вот начало было вязание, да, то есть это лицевая сторона. И когда мы соединяли в круг, у нас получилось, что теперь наоборот, вот эта вот лицевая сторона, она внутри, то есть лицевая теперь у нас поменялась. У меня села камера, прошу прощения. Я сейчас буду снимать на телефон. И смотрите, закончила я на том, что петелька у нас теперь находится с правой стороны. Вот, далее мы уже вяжем по кругу
Да, надо посмотреть, сколько нам рядов нужно связать до вот этой вот белой части ноги. И мы провязываем еще где-то 2 ряда столбиками с накидами. Я связала высоту штанины, 2 ряда еще плюс. И теперь просто соединительными столбиками мы провязываем полностью ряд. Не затягивайте, главное, эти столбики, то есть делайте, можете даже крючок взять побольше размером. И вот последний столбик, вот это у нас получается соединительный, и мы в следующий столбик делаем соединительную петлю, вот так, и вытаскиваем ниточку, обрезаем ее. Так, все, теперь мы прячем эту ниточку вовнутрь и закрепляем ее внутри. И вот такое аккуратное у нас закрытие получается. И далее мы также провязываем вторую штанину. Но здесь, смотрите, мы начинаем с лицевой стороны и набираем столбик вот из этой же петли, где мы вот здесь вязали, да. То есть вот она, эта петля. И мы не в следующую вставляем крючок, а в это же, получается, из этой же петли. То же самое делаем, выводим ниточку на высоту столбика, делаем ложный столбик, провязываем. И далее провязываем, ввязывая вот эту вот ниточку, вот этот кончик в изделие. Провязываем вот этот, получается, первый столбик. И дальше еще 22 столбика. Второй, третий. Так до конца провязываем. 21, 22. И вот смотрите, последнюю 23-ю петлю мы делаем вот в эту петлю, которая в предыдущем ряду соединительная была петелька. Вот она маленькая. И это будет 23-я петля, считая первый столбик, который мы делали ложный. Так, сейчас я возьму потоньше крючок, потому что здесь вот, и провязываем. Все, теперь соединяем с первой петлей начало ряда. И дальше провязываем уже 2 ряда. И последний ряд у нас будет соединительный. Вот такие у нас шортики получились пока что. И теперь смотрите, когда вы вторую штанину связали, оставьте подлиннее кончик для того, чтобы нам закрыть вот эту вот образовавшуюся дырочку. Мы выворачиваем на изнаночную сторону наше изделие. Вот у меня здесь 2 кончика остались. Вот этот подлиннее, я буду его использовать. Возьмите иголочку с тупым кончиком. И сейчас мы спрячем один из кончиков и заодно закроем этой же ниточкой отверстие.
Я просто вот сквозь петелечки вот так вот продеваю иголочку, пряча ниточку. И тем самым я подхожу к вот этому отверстию. Кончик настолько тупой, что вот эту пряжу очень плохо продевает. Так, не затягивайте. Вот мы подошли к отверстию. И теперь я на 2 пальчика одеваю шорты. И просто вот такими движениями, захватывая петли, которые находятся поближе ко мне, да, я их вот захватываю, и тем самым я стягиваю отверстие. Это делать нужно очень аккуратно, чтобы у нас не образовались очень большие дырки. Можно пройтись несколько раз, да, чтобы закрепить результат. Но так как у нас вязание и так дырявчатое, можно сказать, то этого не будет особо заметно. Все. И дальше мы ниточку эту оставляем. И дальше с другой штанины мы также прячем второй кончик. Вот я его подвожу к кончику, который мы оставляли. Главное не затягивать, чтобы у нас не образовалось никаких перетяжек, затяжек. Все. И теперь смотрите, просто я вот так вот связываю, тем самым еще больше укрепляю. Все. И теперь уже и отверстие будет закрыто, и ниточки будут закреплены. Далее мы обрезаем это все дело. И смотрим результат. Все, видите, здесь уже никаких дырочек не видно. Все очень аккуратненько закрыто. Итак, я определила маркером, где у меня будет начало и конца нагрудника. Как я это сделала? Я разделила окружность на 3 части. То есть у меня в окружности было 45 петель набрано, и на 3 поделила, получилось по 15 петель. То есть у меня одна сторона 15 петель, посередине 15 петель и задняя часть тоже 15 петель. Присоединяем ниточку к первой петле, там где у нас маркер находится. Первая петля у нас будет соединительная. Затягиваем. И вторая у нас петля будет подъемом. Мы будем прокладывать вот этот кончик нити в вязание. Смотрите, чтобы вам было удобнее и понятнее, откуда набирать петельки, мы поворачиваем вязание немножечко к себе и видим вот эти полупетли, которые были оставлены в начале, да, набора петель. Вот они. И мы цепляем за эти дужки. Набираем петельки. Вот это у нас получается первый столбик без накида. И далее провязываем второй, третий, четвертый. И так нам надо провязать 15 петелек, считая вот эту вот одну воздушную петлю. До следующего маркера так вяжем. И
последняя петля, вот она, 15-я, где у меня маркер. Все, маркер можно убрать. Мы связали первый ряд, и дальше в каждом ряду мы будем делать убавки. Вяжем без воздушных петель, переворачиваем вязание. И получается, вот она у нас первая петля. И со второй петли мы делаем убавку, со второй, обычным способом. Сделали убавку, провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И последняя петля, это воздушная петля, вы ее не пропустите, 12-я. Дальше переворачиваем вязание, вяжем третий ряд. Также со второй петли, вот она первая петля, и вот со второй вяжем убавку. Провязываем до конца ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков без накида. Провязали. Переворачиваем вязание. Со второй петли делаем убавку. До конца ряда провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петелек. Переворачиваем вязание. Со второй петли делаем убавку. И также до конца ряда провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. И далее нам нужно провязать последний ряд. Мы делаем воздушную петлю, переворачиваем вязание. Со второй петли от крючка вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков без накида. Далее переворачиваем на лицевую сторону, набираем цепочку из 16 воздушных петель. Дальше со второй петли провязываем 15 столбиков без накида. Следующую петлю мы делаем соединительный столбик. И дальше мы провяжем 4 соединительных столбика по нагруднику. 1, 2, 3, 4. Набираем 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Дальше со второй петли провязываем 15 столбиков без накида и делаем соединительный столбик в последнюю петлю. Все, теперь можем померить комбинезон. Я ниточку пока что не обрезала, а для начала я решила померить комбинезон. Возможно, что петелек понадобится кому-то и больше. Я буду пришивать лямочки, поэтому я их сделала короткие. Если вы хотите сделать, допустим, на пуговках лямочки, то вы, естественно, делаете подлиннее, да, для того, чтобы
сделать отверстие на лямочке и пришить пуговку, чтобы это было внахлёст. То есть буквально может быть еще на 4-5 петель побольше, чем я сделала. Вот. Когда меня все устроило, я уже спокойно могу обрезать вот эту ниточку и спрятать внутрь. И в принципе комбинезон на этом у нас готов. Для декора можно использовать любые какие-то пуговки, можно использовать брошки, можно использовать, чтобы украсить наш комбинезончик. Ну вот, я пришила пуговку. Вот такая она у меня в виде звездочки. Смотрите, как идеально мы сделали с вами отверстие под хвостик. Также вот посмотрите на длину, которая у меня получилась штанишек. Вы можете провязать еще 1 или 2 ряда, так чтобы штанишки были подлиннее, либо наоборот укоротить один ряд сделать, так чтобы это было в виде шортиков. Я пришила лямочки и в принципе все. Комбинезон крючком наш с вами готов.